же я сильно ошибался. Всем доброе утро, народ! С вами, как всегда, я, Finder. И сегодня вы меня спросите, конечно же, ты чё так рано встал? Ты еще и в одежде, совсем кукухой поехал. Но нет, я вам отвечу на этот вопрос. Сегодня, прямо сейчас, мы выезжаем именно в тот магазинчик, где мы покупали наш Xbox. Но уже за другой консолью. Конечно же, вы могли догадаться, про какую консоль я говорю. А именно, это PlayStation 5, которую люди очень ждали и хотели поиграть в нее. И сегодня, конечно же, настало то время. Сейчас у нас 19 ноября, а следовательно, PlayStation 5 попала в массовое производство. Ролик намечается пушечный, так что с вас лайк, подписка и погнали к просмотру. Как же я сильно ошибался. Хоть и данная консоль стоит прямо за мной, вы не представляете, насколько мне было сложно ее получить. Старт продаж PS5 начался просто ужасно. Половине людям ее банально просто не выдали, даже тем, кто делал предзаказы. А про диджитал версию я вообще даже не говорю. Ее просто, по-моему, даже до сих пор еще не завезли. Но, к сожалению, я не попал в данную категорию. Но заснял для вас много нового контента. Так что для вас я сейчас расскажу историю моего получения данной консоли. Я внес полную предоплату за данную консоль и приехал самым первым, как в прошлый раз, в 10 часов в магазин. Но, когда я пришел на кассу и показал свой чек, мне сказали вот такие вот гениальные слова. В общем, сегодня мы выдаем только тем, кто предзаказывал с внесением 5000, которые покупали комплект предзаказа за 5000. Кстати, магазин был 1С или интерес, называйте как хотите, неважно. Также, кому интересно, по поводу чека и так далее, всех дат и все вот это прочего, вся инфа будет у меня в Телеграме, так что подписывайтесь и туда, там будет интересно. От таких слов я просто офигел. То есть всем людям, которые внесли полную предоплату, они не отдают данную консоль, а тем, кто внес 5000 рублей, они без проблем ее просто на, держи, получай. Ну, кстати, так и получилось. Всем людям, которые стояли после меня, им отдали данную консоль прямо при мне. На самом деле это максимально обидно и несправедливо. Также важная инфа, сам магазин «Интерес» ничего нам не написал по поводу того, что у них нету данного товара на складе и так далее. То есть вообще никакой информации о том, что у них PlayStation 5 нету, они нам не отправили. Хотя я делал предзаказ также еще и на официальном сайте PlayStation, и утром они меня об этом оповестили. Вот, это прям минус 1С. Мы устроили с ними скандал, в итоге которого нам дали службу поддержки, точнее их номер. Мы им стали сразу же звонить. Они нам ответили, прям цитирую на данный момент: «Вы не первый на линии, так что ждите ответа, приблизительное время 4 часа». Вообще кул, да? 4 часа просто ждать ответа от службы поддержки. Sony, что это такое вообще? До них мы, конечно же, не дозвонились, как это можно было и предположить. Мы очень сильно расстроились, логично, и решили все-таки взять данную консоль у перекупов с Авито. Хотя, после того, как мы посмотрели ценник на данную консоль на Авито, а это было раза так в 2-3 с наценкой, потому что был первый день продаж, мы поняли то, что смысла данную консоль брать нет. Чего? Что? Как вы понимаете, такой был я не один. Я уверен, что по всему миру таких людей было довольно много. Так что пишите в комментариях, получилось ли у вас забрать заветную PlayStation именно в старт продаж. Кстати, когда я уходил из данного магазина, я спросил, сколько будет идти ко мне данная консоль. На что мне ответили, прямо вот сейчас цитирую: ну, может, 2 недели, а может и вообще после Нового года данная консоль к вам приедет. Короче,
я уже думал, что данный ролик затянется и не выйдет вообще. Я уже прям сильно расстроился. И в итоге, на следующее утро мне приходит сообщение о том, что ваш заказ прибыл к нам в магазин, приезжайте, забирайте. Я такой думаю, то что это ошибка, скорее всего, какая-то. Параллельно уже одеваюсь и выезжаю в данный магазин. Как вы могли подумать. И со второго раза, конечно же, нам данную консоль отдали. Но осадочек логично остался. И прям такой большой. Ну, о чем мы говорим только о том, как мы получали данную консоль. Пора, я думаю, переходить за стол, то есть туда мне садиться, и уже поговорить о самой консольке, потому что ролик посвящен именно ей. Так что погнали! Ну что ж, вот мы с вами и за столом. Мне не терпится распаковать данную малышку, которая ко мне приехала. Но прежде давайте вспомним, сколько хороших воспоминаний у нас осталось с предыдущей ее модели, а именно с 4-й плойки. Сколько ночей, сколько игр с друзьями, сколько путешествий она пережила. И на данный момент она к нам переходит на полочку как антиквариат, пылится там. Это максимально, так знаете, и грустно, и одновременно праздник, то, что выходит новая консоль. Но все равно, я уверен, то, что данная консоль мне сможет дать гораздо больше эффекта и погружения в любые игры. У нее, как и у всех некстгенов, полагается 8К, 4К, 120 FPS, ну и, конечно же, HDR, как и у Xbox, в принципе. Так что, пора ее распаковывать. Давайте приступим к этому делу. Это первый взгляд, первое мое мнение о данной консоли, а оно самое главное, как вы понимаете. Все коробочки я буду вот сюда просто откидывать. У нас встречает еще одна коробочка. Вот тут вот логотипчик, еще раз, PlayStation. Думаю, что пора раскрывать еще и вторую часть упаковки. Хотя, я уже заранее вижу то, что упаковка не такая крутая, как у Xbox, но PlayStation, они так и отличаются. Они всегда запаковывают хуже, чем Xbox, но то, что внутри у них получается гораздо качественнее и проработаннее. И первое, что я уже здесь вижу, так это у нас DualShock. У меня нет слов. Он засветился, кстати. То есть показывает нам то, что сразу готов приступить к работе. Первое, что я замечаю, то что он не белый. Он немного таким сероватым оттенком отдает. Я думаю, что вот коробка, она чисто белая, так что, надеюсь, вам будет хоть немного заметно то, что он слегка темнее, чем данная коробка. Он очень хорошо лежит у меня в руках, а дальше я чувствую то, что он максимально тихий по сравнению с Xbox. Я бы хотел это затестить. Следовательно, я прямо сейчас быстренько сбегаю за джойстиком от Xbox и приду к вам сюда обратно, чтобы проверить данный джойстик. Так, ну вот я и вернулся. Вот у нас джойстик от Xbox нового, а вот от PlayStation. Так что я быстренько пару фрагментов со звуком поставлю вам, и после мы продолжим распаковывать данную коробку, а основной ролик по сравнению данных джойстиков будет уже отдельно. Ну, давайте приступим. У нас крестовина от Xbox. Крестовина от PlayStation. Вот так вот и надо делать. Это максимально тихо. Я пока откладываю данные два джойстика и приступаю смотреть, что у нас идет в коробке дальше. Я вижу куча разной макулатуры, которая нам не нужна. Давайте-ка я ее выкину. И что у нас идет дальше? Провод для питания консоли. Он нам очень сильно пригодится, но пока я его все-таки отложу. Дальше у нас идет
годный HDMI кабель. В принципе, ничего больше про него я сказать не смогу. Я его тоже отложил. И давайте посмотрим, что у нас идет дальше. А именно, провод USB Type-C. Xbox, к сожалению, USB Type-C нам не положили. А вот PlayStation это сделали. Хотя джойстики от Xbox тоже поддерживают данный провод. Просто, если вы захотели подзарядить Xbox от USB Type-C и у вас данного провода нету, то, увы, вам придется его покупать отдельно. Так, дальше у нас с вами идет подставка под консоль. Выглядит она, конечно, не сногсшибательно, так что могли бы, я думаю, они сделать ее и получше. Пока я ее тоже отложу, потому что не столь важно. Самое главное, это то, что у нас сейчас будет идти с вами. А это консоль. Фух, пора. Я вытаскиваю вот эту часть, которая здесь была. И я уже вижу данную консольку. Я уже вижу то, что она довольно большая и увесистая. Но все-таки пора вот это вот снять. Хотя, такое чувство, как будто я распаковываю какую-то коробку из-под яиц. Ну вот картонные вот эти вставочки и пленочка. Ну такое себе. Для консоли данного уровня. Приступим. Так, это мое первое вскрытие, а это главное, самые первые эмоции. Играть я, конечно, в эту консоль буду много. Это будет один раз. И самый первый, когда я ее распакую, увижу, обрадуюсь, надеюсь, по крайней мере. И давайте приступать. Все, хара разглагольствовать. Мне она уже нравится. Офигеть, как же она круто выглядит. Это просто. Конечно, она не пойдет под любой интерьер. У нее мега своеобразный стиль, который очень сильно футуристичен. Такое пойдет не под любую комнату. Но она будет очень сильно украшать ее и выделяться на фоне. Первое, что я заметил, так это то, что вот эта вот черная поверхность, она будет очень сильно лапаться, пылиться, ну и разные всякие царапки неприятные и так далее. Это, конечно, не очень круто. Хотя вот эти боковые вставки, я просто представляю, сколько можно кастомок будет с ними сделать, так как вроде они очень просто снимаются, пока я точно не знаю, как это сделать, но это факт. И, как я уже говорил, данная консоль не белая, она слегка сероватая. Моя консоль может еще и поддерживать диски. Хотя там есть и диджитал версия, она стоит порядка 37 тысяч, то есть приблизительно на 9-10 тысяч дешевле. И она с теми же комплектующими, но уже без возможности использования дисков. На передней панели мы с вами видим то, что они наконец-то добавили USB Type-C, хотя это в принципе и предполагалось. Ну и остался USB 1. Ну а дальше мне уже не терпится ее запустить, потестить. В принципе, погнали в студию. Даже сейчас рассказывать ничего особо не буду. Все, без слов. Полетели. Чуть не забыл сравнить размеры PlayStation 5 с Xbox и старым поколением в виде четвертой плойки прошки. Скажу я вам, что она огромная, как вы сами могли уже заметить. Ну а теперь побежали ее включать, и я вам покажу этот сочный новый интерфейс. Ну вот, народ, самое первое включение.
Воу. Кстати, подсветка очень крутая. Добро пожаловать в PlayStation 5. Наконец-то. В первом ролике по Xbox я даже не стал вам включать консоль и показывать интерфейс, так как смысла вообще никакого не было. Он просто не изменился. Что уже не скажешь про этот полностью новый переработанный интерфейс. У PS видно то, что над ним очень сильно постарались. Здесь все новое. Иконки, разные вставочки и так далее. Что уже говорить про новые функции, к примеру, возможность одновременно перемещаться между 5 играми сразу. Но не круто ли? Хотя, это надо тестить. Насколько я знаю, не все игры такое поддерживают. В то же время я не чувствую дискомфорт, мне банально кажется, что я уже знаю, как и что где находится. Он до безумства прост в использовании. Что точно не скажешь про интерфейс Xbox. Хотя, как по мне, и тот простой. Просто жалко, что они даже не удосужились что-то в нем изменить. Хотя да, я сейчас гоню сильно на них, все-таки минимальные изменения есть, и мы о них уже с вами поговорим в новом отдельном посвященном этому ролике. А пока на этом, я думаю, все. Скажу пока только одно: у PlayStation получилось создать реально Next Gen консоль. Ну и вот вы и посмотрели данный ролик, который снимался всего за один день. Я скажу вам так, PlayStation просто мега крутая консоль, которая очень меня порадовала, в отличие от Xbox. Но, все равно, Xbox тоже не подвел и показал какие-то новые фичи. А также готовьтесь к новым роликам по PlayStation, по Xbox, сравнения и так далее. Их будет довольно много. А пока я уже пойду спать, потому что монтаж, съемки целый день я уже в принципе не выдерживаю. Так что с вас лайк, подписка, не забывайте про колокольчик и увидимся в новых роликах. А я все-таки реально спать.